Посмотрите на эту картину. Очередь из машин на заправке, на табло лимит 30 литров. И одновременно вице-премьер Александр Новак говорит в камеру: у нас топлива достаточно на рынке. Так вот, у меня один вопрос. Если топлива достаточно, почему я не могу залить полный бак? Я плачу налоги, акцизы, НДС с каждого литра. И в итоге не могу распоряжаться своими же деньгами на заправке. Это не ажиотаж. Это фиаско государственного регулирования. И сегодня я разберу это по косточкам. Давайте по фактам. Ограничения на продажу топлива введены уже более чем в 30 регионах страны. 30. В Крыму свободная продажа бензина вообще остановлена. Люди получают топливо по талонам, как в советское время. В Забайкальском крае лимит 15 литров на руки. 15 литров. Это чуть больше одной поездки на работу и обратно, если вы живете не в городе. В Дагестане 20 литров. В Саратовской области 30. В Самарской области ограничения действуют до начала июля. То есть это не временная мера на пару дней, это растянутый кризис, который накрыл половину страны. И вот тут власти объясняют причину. Спрос искусственно вырос на 20-30% из-за ажиотажа среди населения. Подождите, система не выдержала первого же нестандартного всплеска спроса? Значит, никакого запаса прочности не существовало. Значит, все это время мы жили с топливной системой, у которой нет буфера на случай любого отклонения от нормы. Это не проблема ажиотажа, это проблема хрупкой инфраструктуры, которую годами не развивали так, как должны были. 15 литров в Забайкалье. Это не лимит, это издевательство. Особенно, когда до ближайшего города могут быть сотни километров. Когда люди живут в поселках, где одна заправка на весь район. Чиновник в Москве этого физически не чувствует. Я чувствую. И вы, скорее всего, тоже. Теперь разберем официальную версию подробнее. Новак говорит 3 вещи. Топлива достаточно, логистика перестраивается, балансировка займет какое-то время. Переводим с чиновничьего на русский. Подождите, потерпите, само рассосется. Никаких конкретных дат, никаких конкретных виновных, никаких конкретных компенсаций для тех, кто уже пострадал. Отдельная история предложения выпускать топливо с характеристиками, которые отклоняются от действующего технического регламента. Вдумайтесь в это. Нам предлагают платить те же деньги или даже большие за топливо более низкого качества. Это не антикризисная мера, это перекладывание издержек на потребителя под видом заботы о нем. Мой двигатель, моя машина, мои деньги. И при этом я должен принимать ухудшение качества продукта молча и с пониманием. Дизеля в избытке, но нужно несколько месяцев на балансировку. Это прямое признание того, что система не работает здесь и сейчас. Для чиновника несколько месяцев – это абстрактный плановый горизонт. Для меня это реальные поездки, которые я совершу. Реальные деньги, которые я потеряю. Реальные проблемы на работе, если я не смогу нормально добраться до места назначения. Теперь посмотрите на географию этого хаоса и попробуйте найти в ней логику. В Пензенской области можно купить 100 литров бензина, в Дагестане 20, в Воронеже на трассе 60 литров, в городе того же региона 30. В Новосибирской области на трассе 40 литров, на городской заправке тоже 40. В Мордовии 30 литров бензина, но 300 литров дизеля для грузовиков. В Ульяновской области для легковых машин одни нормы, для автобусов другие. Почему в каждом регионе свои правила? Потому что единой системы управления кризисом не существует. Каждый губернатор тушит пожар, чем придется и как умеет. Кто-то запретил заправку в канистры, кто-то нет. Кто-то ограничил только бензин, кто-то и дизель тоже. Кто-то ввел лимиты на неделю, кто-то до конца месяца. Это не управление, это импровизация в режиме паники. Просто у каждой импровизации свое региональное лицо. Я живу в одной стране, плачу одинаковый акциз с каждого литра. Но мой сосед через границу области может залить в 5 раз больше меня сегодня. Это справедливо? Нет. Это системный провал, который пытаются замаскировать под локальное регулирование. На волне дефицита люди начинают искать выход. И здесь открывается отдельная болезненная история. 3 самых популярных сценария прямо сейчас.
Первый – установка газобаллонного оборудования. Во Владимире спрос на эту услугу вырос более чем вдвое. Звучит как решение, но это дорого, это занимает время. Это требует переоформления документов на машину. Это не выход на следующей неделе. Это проект на месяц и серьезные вложения. Второй сценарий – таблетки и присадки для снижения расхода топлива. Продавцы обещают чудеса. Одна таблетка на 200 литров улучшает сгорание и стабилизирует двигатель. Эксперты говорят прямо: относитесь с осторожностью. Это маркетинг, который существует ровно потому, что люди напуганы и ищут быстрые решения. Паника – лучший рынок сбыта для пустышек. Третий сценарий, самый опасный. Мошенники в Telegram, которые предлагают топливо без очереди, по записи, без талонов. Люди переходят по ссылкам, теряют доступ к аккаунтам, теряют деньги. МВД уже предупреждает об этой схеме. Государство загнало людей в край дефицитом. И теперь этим пользуются жулики. Если человек покупает чудо-таблетку для бензина и ведется на схему в мессенджере, это не его глупость. Это прямое следствие безысходности, которую создала система своим бездействием. Теперь главный вопрос, который почему-то остается за кадром во всех официальных заявлениях. Кто на этом выиграл? Пока внутренний рынок испытывал нарастающее напряжение, дизельное топливо экспортировалось за рубеж. Сейчас обсуждают временный запрет экспорта для производителей. То есть проблема была видна, экспортный дренаж внутреннего рынка не являлся секретом ни для кого в отрасли. Но реакция пришла с опозданием, когда кризис уже стал публичным и его нельзя было игнорировать. Кто заплатит за перестройку логистики? Кто оплатит балансировку рынка? Кто компенсирует потери малому бизнесу, чьи грузовики стояли из-за ограничений на дизель? Ответ на эти вопросы один – потребитель. Временем в очередях, нервами, деньгами за установку газобаллонного оборудования. Плохим качеством топлива, которое скоро разрешат продавать с отклонением от стандарта. Меня не спрашивали, когда принимали решение об экспорте. Меня не спрашивали, когда вводили лимиты. Но мне предлагают терпеть несколько месяцев и войти в положение. Это не партнерство государства и гражданина. Это односторонняя игра с заранее известным проигравшим. Что делать в этой ситуации прямо сейчас? Первое и самое важное – не паниковать и не скупать топливо в канистры. Именно это поведение и создает тот самый искусственный ажиотаж, о котором говорит Новак. Когда все одновременно идут заправляться впрок, дефицит становится реальным, даже если его не было. Не становитесь частью проблемы. Второе. Заниматься тем, что реально работает. Давление в шинах, чистый воздушный фильтр, исправный двигатель, плавные разгоны и торможения. Отказ от длительного холостого хода. Это не волшебство, это физика. И это реально снижает расход на 10-15% без таблеток и присадок. Третье. Никаких схем в Максе и Телеграме. Никаких чудо-добавок. Никаких очередей без очередей за деньги. Все это либо не работает, либо заберет у вас больше, чем сэкономит. И четвертое. Не молчать. Задавать местным властям конкретные вопросы. Где топливо? Когда конкретно нормализация? Кто персонально несет ответственность за то, что произошло? Не абстрактный рынок, не стихийный ажиотаж, а конкретные люди, принимавшие конкретные решения. Каждый раз, когда мы просто терпим и входим в положение, система получает четкий сигнал, что так можно, что лимит в 15 литров приемлемо, что топливо ниже стандарта по той же цене нормально, что несколько месяцев ожидания – разумная просьба. Нельзя. И чем быстрее мы перестанем делать вид, что это нормально, тем быстрее это перестанет повторяться. Пишите свои мысли в комментариях, интересно будет почитать. Удачи и здоровья вам!